Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами поделимся определенными словами, которые вам нужно говорить для того, чтобы нейтрализовать любой негатив. А также эти слова очень хорошо использовать против зависти и любого зла, которое направлено будет в ваш адрес. И именно это зло вернется вашему врагу, вашему недоброжелателю обратно. Давайте вместе с вами будем разбираться. К сожалению, для очень многих людей зависть – это привычное чувство. И такие люди, испытывая ее, даже не осознают, что что-то делают неправильно, а также таким образом приносят вред не только тому, кому завидуют, но и сами себе. Зависть – это чувство, когда определенному человеку хочется иметь в своей жизни то, что есть у того человека, которому он завидует. Но такой человек, он думает, что можно самостоятельно добиться каких-то высот, получить в свою жизнь что-то индивидуально, то, что нужно именно ему, но не растрачивая свои эмоции и энергии напрасно на то, чтобы отобрать у данного человека то, что завистливому человеку захотелось у этой категории людей. Это очень своеобразное мышление, и для таких людей важен результат. А вот как они добьются с помощью того, что они излучают негатив, с помощью посылов, с помощью подкладов, обрядов, вы знаете, это их уже сильно не волнует. И никто, конечно же, из вас не застрахован от того, что рядом может появиться такой человек, который будет стараться навредить человеку другому. Человеческая зависть может касаться любой сферы жизни, как успехов, которые вы добились, вашей семьи, может быть, должности, зарплаты, счастья. Чувство зависти очень опасно, и оно может блокировать каналы, через которые светлые положительные энергии приходят в вашу жизнь. Люди, которые испытывают зависть к другим людям, рассказывают, что они не способны ощущать радость за других людей, за то, что они не умеют быть счастливыми, когда счастлив кто-то другой. Из-за этого у них разрывается связь со Вселенной, а после этого всего начинает идти не так жизнь, начинает наполнять она проблемами, какими-то бедами. За все, что такой человек не возьмется, у него ничего не будет получаться. А человек, которому завидуют, приняв негативный посыл, о котором даже не подозревает, начинает себя плохо чувствовать. У него возникают конфликты, у него возникает недопонимание с близкими, родными людьми, приходят проблемы, которые касаются денежных расходов, из-за чего начинается финансовая нестабильность от такого направленного на человека негатива. Его жизнь меняется, к сожалению, не в наилучшую сторону, что влечет за собой постоянную смену настроения. Это и слезы, это и депрессия, это апатия, уныние, нежелание браться за какие-то новые дела. И вы знаете, в такой период опускаются руки. Человеку кажется, что все, что с ним происходит, так и должно быть. Но вы должны понимать, что это неверное трактование данной ситуации. Нужно брать все в свои руки и не позволять кому-либо воздействовать на вас. Чем больше вы будете пребывать вот в таком негативном, деструктивном состоянии, тем хуже оно скажется на вас. И тем больше неприятных моментов и этапов возникнут в вашей жизни. Ни для кого не секрет, что слова, которые мы произносим в том или ином случае, способны притянуть в нашу жизнь как положительные, так и отрицательные энергии, помочь нам справиться с определенной ситуацией или наоборот усугубить ее. Поэтому очень важно следить за тем, как мы произносим вслух те или иные слова. Думать о том, какой смысл в эти слова мы вкладываем, так как от этого зависит то, что мы получаем. Слова несут в себе сакральный смысл. Каждое положительное слово имеет свою вибрацию и притягивает нужные в тот момент энергии. Мало, правда, кто уделяет значению слов большое внимание до тех пор, пока не решается начать использовать их себе во благо и с их помощью менять все, что не устраивает, и избавляться от того, что мешает.
Люди, которые научились использовать силу слова, будут жить более счастливой, богатой, стабильной и защищенной от негатива жизнью. Не всегда знают, что сказать и как это сделать. Они могут подобрать нужные в определенный момент слова и, как говорят, с их помощью открыть любую дверь. Они никогда не употребляют слова, которые могут помешать им добиться поставленных целей, сбить заданного пути. Они контролируют злость, стараясь в этот момент ничего не говорить, так как знают, что слова, которые сказаны в этот момент, они способны причинить непоправимый вред. Но если категория людей, которые также умело научилась использовать слова, чтобы причинить окружающим людям вред, особенно этому подвластны завистливые люди. Порой на интуитивном уровне чувствуют, какое слово должно быть сказано определенному человеку, чтобы ослабить его энергетическое поле или притянуть в его жизнь какие-то проблемы. Слова, которые они употребляют, они напитаны сильными негативными энергиями, и они проговаривают их так, чтобы каждая буква была слышна, чем моментально запускает негативные посылы с большим удовольствием, потом наблюдает за тем, как он начинает рушить жизнь того, кому такой посыл был отправлен. На такие слова нужно научиться быстро реагировать, чтобы иметь возможность нейтрализовать тот негатив, который они в себе несут, и не позволять им рушить свою жизнь. Итак, первый ритуал поможет тем людям, чтобы защититься от завистников и недоброжелателей, которые находятся среди большого количества людей, которые имеют свой бизнес, какое-то свое собственное дело или много работают. Вам всегда нужно при себе носить булавку. Если, чтобы она была постоянно прицеплена к одежде, нужно проговаривать такие слова. Булавку надеваю, свое энергетическое поле под защитой сильной укрываю. Не сможет влиять на меня никто, кто желает мне зла. Такую булавку вы должны заговаривать каждый раз, как только будете ее прикреплять к другой вещи или после того, как будете застегивать по-новому. Если вы не желаете постоянно носить булавку на одежде, тогда следующий способ для вас точно. Итак, вам нужно носить ее просто при себе в сумочке, в кошельке и использовать только в те моменты, когда вам понадобится ее защита. Например, если у вас все было хорошо, а затем в какой-то момент вы резко ощутили усталость. Это значит, что у вас уже кто-то начал воздействовать. Как только это произойдет, достаньте булавку, откройте ее и проговорите трижды такие слова. Булавка, защити меня и окружи. Тот, кто власть надо мной получил, ее тут же и утратит. Когда проговорите, не зацепляйте сразу булавку, после чего проведите обеими ладонями одновременно вокруг лица и дуньте, представляя, как вся слабость, возможно, какое-то неприятное ощущение моментально от вас уходит. Как только вы это сделаете, вы сразу ощутите, что состояние ваше улучшилось и появилась бодрость и поднятие духа. Иногда слова, которые завистливые, злые люди нам говорят специально, они хотят ранить наши чувства, нагоняют страх, отправляют нам негативные мысли, которые мешают сосредоточиться на том, что является важным для нас. Человек, на кого повлияли такие слова, к сожалению, может подвергаться и депрессии. Она очень быстро будет приходить в его жизнь, негатив, и все будет наполнять им в округе, из-за чего возникает проблема. При этом проблема возникает одновременно в разных сферах жизни, что данный человек не реагирует и принимает все то, что пришло в его жизнь. И вот этого нельзя допустить. Если вы после разговора с таким человеком, значит, у вас неспокойно на душе, что вам хочется плакать, что как бы вы ни пытались данный разговор выкинуть из головы, у вас ничего не получается. Значит, вы уже приняли разрушительный негатив, и он оказывает на вас воздействие. И здесь вам нужно нейтрализовать его влияние. Для этого вам нужно взять любую водичку,
трижды ней умыться, после этого закрыть глаза, сконцентрироваться на солнечном сплетении и представить, что вы через него излучаете свет. Когда это произойдет, нужно трижды проговорить обязательно такие слова. Вода мне помогает, биополе укрепляет, я свет излучаю, негатив не принимаю. Когда закончите, открывайте глаза, после чего приложите к этому месту ладони и затем подержите их под проточной водой. Как только вы закончите, вы сразу ощутите, что на душе станет намного светлее. Вот уйдет это чувство обиды, захочется улыбнуться. В этот момент ни в коем случае не сдерживайте себя в этом. Это первый знак того, что вы начали принимать потоки положительных энергий, которые помогают вам избавиться от негатива, который пришел в вашу жизнь. И очень скоро вашу голову начнут наполнять уже приятные мысли, новые интересные идеи. Если вы встретились с недоброжелательным человеком, и он начал делать вам какие-то неприятные замечания, пытается вас поставить в какое-то неловкое положение своими словами, фразами, высказываниями, вопросами, вам нужно не позволить такому человеку добиться своей цели. Для этого мысленно нарисуйте перед собой большое крепкое и ветвистое дерево. И представьте себе, что вы спрятались за ним, при этом проговаривайте такие слова. Все острые фразы и слова, что данный человек вслух произносит, шелест листьев перебивает и отгоняет. Это меня не касается и на мне не отображается. Как только вы проделаете данное действие, проговорите эти слова, вы ощутите вот эту силу энергетическую, с которой вы сможете противостоять любому негативу, даже от того, кто имеет более сильное биополе, чем вы. А данный человек в этот момент утратит к вам интерес, так как поймет, что ничего не сможет вам сделать. И что его потоком, который несет злобу, зависть, агрессию по отношению к вам, ему не добраться. Поэтому что он сделает? Он прекратит разговор сразу и постарается отойти от вас. Ведь также начнет переживать, что вы на энергетическом уровне сможете на него влиять, а ему это не нужно, ведь он привык творить безнаказанно. Энергетическое зло, если вы с кем-то из своего окружения не можете найти общий язык, то когда данный человек специально провоцирует конфликт, сплетничает, подговаривает других людей какими-то выдуманными историями, рассказами, вам нужно защититься от воздействия такого человека, пока он не принес в вашу жизнь неприятные и ненужные для вас коррективы. Какой человек может быть и энергетическим вампиром, который увидел в вас то, что ему нужно, или же это завистник, но в любом случае нужно разорвать с ним связь. Общение, если не получается полностью прекратить, то как можно до большего постарайтесь сократить. Итак, что мы делаем? Утром вам нужно взять новый носовой платок и завязать на нем первый узел и проговорить такие слова. Узелок завязываю, защиту для себя выставляю. Любые слова, что ко мне от данного человека подлетают, отбивают, возвращают, затем наискось от данного узелка завяжите еще один и при этом проговорите следующие магические слова. Пока этот платок при себе держу, все злые посылы, а также недобрые взгляды от себя отвожу. Этот платочек нужно держать при себе. Если вы отправляетесь, например, на встречу с таким человеком, кладите его в карман. Если, например, у вас конфликты на работе, держите платок в столе, и он поможет впредь уберечься от конфликтов и влияния негативного на вас такого влияния. И сам человек, он перестанет вас провоцировать, или же, как вариант, он уйдет с работы. Когда это произойдет, платок сожгите, при этом вы говорите обязательно такие слова. Платок горит, защиту невидимую оставляет, недоброжелателям путь ко мне перекрывает. Так у вас будет постоянная защита от нечистосердечных и злых людей. Иногда бывает и такое, что к нам в гости приходят люди с негативной энергетикой, и мы от общения с ними не можем полностью отказаться, так как это может быть наш, например, близкий родственник, или это может быть ваш руководитель, коллега или соседка, и изменения, которые после их ухода начинают происходить в доме, совсем не радуют вас. В таком случае, если вы не хотите, чтобы он или
или она больше к вам приходили, но это нужно сделать на энергетическом уровне. Проделайте такое действие. Как только такой человек уходит из дома, нужно вслед кинуть ему монету самого маленького номинала и сказать при этом обязательно такие слова 3 раза. Как монета это катится, так и ты из моего дома катись. На порог не являйся, умыслы свои не распространяй и на жилье мое не влияй. И этот человек больше не придет к вам на порог. Но если по какой-то причине вы просто желаете нейтрализовать негатив, но не хотите с ним разрывать связь, то после каждого ухода такого человека вам нужно будет кинуть ему вслед кристалл крупной соли. При этом трижды скажите такие слова: «Я твоих умыслов не боюсь, от них с помощью соли защищаюсь, а вот их собери, с собой неси, весь негатив до капли забирай, в доме моем не оставляй». Как только закончите, сразу вы ощутите, что энергетика в доме очистилась, и вам не придется переживать о последствиях. Можете еще, чтобы привлечь хорошую энергию, установить на кухне свечу, пусть она немножко прогорит, и в этот момент вы проговариваете слова с присутствием, называете имя данного человека: «Светлая энергия из дома моего ушли, огонь их верни и приумножить помоги». Так вы еще и энергетику жилья сможете укрепить с помощью светлых энергетических потоков. Но лучше выставлять каждое утро для себя защиту на целый день, так как вам тогда не придется остерегаться недоброжелателей и того, кто-то в данный момент может оказать на вас какое-то неприятное влияние. Да, друзья, это простые слова, но которые станут для вас энергетическим оберегом и помогут сохранить энергии в целостности и прожить счастливый, успешный, полный радостных событий день. И проснувшись утром, всегда подтягивайтесь, поднимайте руки ладонями к потолку и проговаривайте такие слова: «С помощью Вселенной защиту на день получаю, ее мощь ощущаю, злым силам не подвергаюсь, от козней уклоняюсь, только счастье меня окружает, на протяжении дня сопровождает». Это очень простые слова, но благодаря вот такой утренней практике вы с каждым днем будете становиться энергетически сильнее и сильнее, а ваше биополе сможет противостоять любому злу. Помните, пожалуйста, об этом. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, друзья, а в комментариях напишите слово «защита», и пусть Вселенная оберегает и охраняет вас. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.